Все трупы были зверски разорваны на части с выеденными внутренностями, как будто ими пировал монстр, как мексиканцы едят тако. Жители деревни позвонили Инугами, специальному детективу, специализирующемуся на паранормальных явлениях, чтобы он приехал и расследовал это дело. После этого мы увидели, как группа детей взволнованно возвращается домой, рассказывая о приезде крутого детектива из Токио. Среди них есть парень по имени Ятара, который является сыном клиента Инугами. Его друзья говорят ему, что он должен поехать в город с детективом, потому что он слишком крут и богат для этих дурацких гор. Затем они спрашивают его, могут ли они прийти к нему домой, чтобы повидаться с детективом, и он говорит им, что они могут прийти, если не будут мешать работе полиции. Гости. После этого он поворачивается к полям, и мы видим черноволосого мальчика со странным ожерельем, усердно работающего в поле. Его зовут Кобейн, и Ятара высмеивает его и говорит, чтобы он держал свою мерзкую рожу подальше от гостя, потому что от него очень плохо пахнет. Тем временем мы видим, как наш детектив Инугами беспокоится о своей спущенной шине на обочине дороги. К счастью, мама Ятары, миссис Кусака, приезжает, чтобы подвезти его на своем пикапе, и говорит, что пришлет кого-нибудь позаботиться о его машине. По дороге на виллу она рассказывает ему, что домашний скот, который вчера был в полном порядке, внезапно умер за ночь с ее гниющими останками. Она говорит, что это не похоже на работу человека, и все в деревне по-настоящему напуганы. Затем она говорит ему, что еще не рассказала об этом детям, потому что не хочет, чтобы они боялись ходить в школу, но если с ними что-то случится, она не хочет, чтобы пошли слухи. После этого она ведет его на виллу и угощает чаем, а Ятара и его друзья выглядывают из-за угла, чтобы посмотреть на него. Он встает, чтобы помахать им, а потом выходит, чтобы размять спину, и замечает черноволосого мальчика, работающего в поле. Он спрашивает хозяйку, почему тот не ходит в школу, и она говорит, что потом расскажет ему об этом. После этого он идет в баню на улице, а Ятара заходит, чтобы потереть ему спину. Он начинает болтать о том, как ему нравится Токио, и что он хотел бы туда поехать. Наскучив его болтовней, Инугами спрашивает о мальчике в поле, и Ятара объясняет, что его прозвали вонючей задницей. Инугами спрашивает почему, и Ятара говорит, что должно быть это врожденное, но от него странно пахнет, и он выглядит уродливо, поэтому его не подпускают к гостям. И никто не хочет с ним общаться. Инугами находит это интересным и выходит из бани. На улице он встречает госпожу Кусака и просит ее позволить другому мальчику быть его слугой. Ятара очень ревнует, и на следующий день вонючую задницу заставляют принять ванну, а потом он подает Инугами завтрак. После того, как он приготовил еду, он хотел уйти пораньше, но Инугами остановил его и представился как следователь по оккультным делам. Он спросил, не видел ли парень чего-нибудь странного, пока работал на полях. Парень представился как Каберне и сказал, что они могут поговорить об этом после ужина, потому что никто в гостинице не хочет есть с ним из-за его запаха. Но Инугами сказал, что это не страшно, и что трудолюбивые парни не должны слишком переживать из-за своего запаха. Каберне удивился, что Инугами такой чистоплотный, но потом сказал, что за смертью скота стоит монстр, и это заинтересовало Инугами. Инугами спросил, откуда он это знает, ведь клиент ничего не рассказывал детям. Каберне ответил, что ему поручили избавляться от тел. Он сказал, что должен убирать их в полнолуние, и что, по его мнению, монстр придет и в этот раз. Услышав это, Инугами обрадовался и решил остаться на 5 дней до следующего полнолуния. Пока они ждали, Инугами помогал Каберне с работой, и они отлично ладили. Они чистили канализацию, охотились на животных и даже работали на полях вместе. Однажды, работая на поле, Инугами заметил странное каменное ожерелье на шее Каберне. Он попросил показать его поближе и спросил, где тот его нашел. Каберне сказал, что это единственное, что осталось ему от родителей, когда его бросили. Ингреми посмотрел на его грустное лицо и сказал, что это называется камень жизни, и это очень редкий и особенный артефакт. Он говорит, что никто бы не оставил его с таким драгоценным камнем, значит, родители его не бросали, и на это должна быть какая-то причина. Затем он предлагает свои услуги детектива и говорит, что может помочь найти родителей, если они еще живы. Кабане немного воодушевляется и надеется однажды встретиться с настоящими родителями. Через 5 дней Кабане ждет Инугами в ночь полнолуния за амбаром, чтобы расследовать причину гибели скота. Но вместо детектива появляется Ятара и хватает его за воротник. Он очень ревнует, что Инугами выбрал не его, и начинает оскорблять Кабане, говоря, что он просто вонючий неудачник, которого бросили родители, и его маме пришлось заботиться о нем. А теперь он отбирает у него эту возможность. Кабане злится и говорит, что его не бросали, и это еще больше бесит Ятара. Он хватает его за ожерелье и говорит, чтобы он не выдумывал, потому что родители оставили его с каким-то дурацким камнем и срывает его. Кабане приходит в ярость и бьет его прямо в лицо, а потом швыряет на землю. Со слезами на глазах Ятара говорит, что ему очень больно, но когда он смотрит на Кабане,
то видит красноглазого монстра, который ходит как зомби-людоед. Он встает и убегает как девчонка, а зомби-кабане хватает камень и снова становится нормальным. Чуть позже на место происшествия приходит Инугами и находит кабане, который прячется за кучей дров и выглядит очень грустным. Каберне говорит ему, чтобы он держался подальше, потому что он виноват в смерти животного. Услышав, что Каберне называет его монстром, Инугами говорит, что это странно, но он хочет показать ему кое-что особенное. Затем он поворачивается, снимает штаны, и Каберне сразу же звонит в 911, чтобы сообщить о педофиле. Но прежде чем ФБР успевает схватить его, Инугами говорит ему открыть глаза и показывает свою задницу. Оказывается, у Инугами пушистый хвост, прикрывающий ягодицы, и Каберне удивляется, почему у него пушистый хвост не там, где надо. Следователь снимает с него подозрения, объясняя, что в этом мире есть демоны, и Инугами один из них. Он говорит Каберне, что он гибрид человека и бескровного демона, которого называют Гуль, а сам он демонический енотовидный пес, называемый Баки-Дануки. Затем он объясняет, что камень на его шее – это особый камень, который помогает его виду сдерживать желание нападать на людей. Это значит, что он не виноват, и есть кто-то еще, кто нападает на скот. Услышав это, Каберне берет топор и говорит, что Яра снаружи и ничего не знает об этих нападениях, поэтому они должны пойти и защитить его. С другой стороны, Яра убегает, как маленький засранец, каким он и является, и вспоминает, что когда ему было 5 лет, он случайно убил Каберне, столкнув его в канал. Каберне ударился головой, и из раны вместо крови потекла какая-то белая жидкость. Он испугался и побежал домой, но, к его удивлению, Каберне вернулся домой к ужину. Он подумал, что ему все это показалось, но сегодняшний случай доказал, что Каберне – настоящий монстр. Он пытается забежать в дом, но дверь заперта, и тут на него нападают две собаки-зомби с разорванными животами и красными глазами. Инга как раз успевает выстрелить в одну из собак и говорит Каберне, чтобы он отрубил голову другой собаки, чтобы она перестала двигаться. Она объясняет, что это упыри, и они не могут умереть. Но если отрубить им головы, их тела перестанут двигаться, и их нужно закопать в узкую яму, чтобы они не восстановили свои тела. После этого появляется настоящий упырь и нападает на Инугами, который держит Ятара. Он уворачивается от пули, пытается затоптать его, но Кабане бросается вперед и бьет его топором. Они продолжают сражаться, и упырь выбивает топор у него из рукавов. Инугами нападает сзади и пытается выстрелить ему в шею, но она оказывается слишком толстой, чтобы он смог ее прострелить. В этот момент Кабане бьет монстра кулаком, засовывает руку ему в глотку и с силой отрубает ему голову. После этого они закапывают монстров и возвращаются в гостиницу. Каберне говорит, что больше не может здесь жить, потому что Ятара теперь знает, что он монстр, и все это может быть из-за него. Инди соглашается и говорит, что у него есть для него предложение. Затем он направляет пистолет себе в голову и признается, что на самом деле его наняла его тетя, чтобы он убил его. Она узнала о его настоящей личности от своей старшей сестры, его матери, и хранила это в секрете. Но когда начали происходить эти убийства животных, она испугалась и наняла его, чтобы он разобрался с монстром в ее доме. Он говорит, что настоящий преступник был не он, но Ятара в таком состоянии, что она не поверила бы ему, даже если бы он сказал правду. Поэтому он должен был выполнить свою работу. Затем он спрашивает, хочет ли Ятара найти своих родителей, и Ятара просто смотрит на него с улыбкой и говорит нет, прежде чем Инугами стреляет ему прямо в лоб. Инугами поднимает его тело и заходит в гостиницу, чтобы передать Ятара и сообщить о завершении его работы. Он говорит, что позаботится о теле, а затем уезжает обратно в Токио, оставив тело Кабане на заднем сидении своей машины. По дороге Кабане внезапно просыпается и спрашивает, почему он еще не умер. Инугами бросает ему немного еды, говорит, чтобы он поел, и говорит, что он гуль, а гулей нельзя убить. Они просто ненадолго теряют сознание, если ударить их по голове, но его раны уже должны были зажить. После этого они едут в Токио, и Инугами приводит его в свое детективное агентство. Он говорит, что для жителей деревни он уже мертв, поэтому им не стоит беспокоиться, и теперь он может работать здесь, пока не найдет своих настоящих родителей. Запиши это в комментариях как 420-й способ приобретения бесплатного детского труда. Он брызгает на него духами и дает ему флакон, а потом говорит, что это особые духи, которыми демоны маскируют свой естественный запах. Затем он говорит ему переодеться в модную одежду и выходит из комнаты. В этот момент заходят двое детей, которые спорят, кому достанется первый кусок пиццы, и удивляются, что этот уродливый деревенский мальчишка в их одежде стоит посреди офиса. Инугами знакомит его с детьми, Шики и Акирой, и говорит, что Шики тоже гибрид человека и демона, как Каберне. Он объясняет, что обычно демоны скрывают свое существование от людей, чтобы сохранить свою личность в тайне. Но иногда некоторые демоны выходят за рамки, и тогда они вмешиваются, чтобы все исправить. С самого начала Шики решает вести себя как заносчивый тип по отношению к Каберне и спрашивает, сколько ему лет. Каберне говорит, что ему 13, и Шики говорит ему запомнить это, потому что ему 14 и он старше. Затем он говорит ему спать на диване в гостиной и уходит в свою комнату.
Каберне некоторое время смотрит на Акиру и спрашивает, нужно ли ей что-нибудь. Каберне говорит, что ему интересно, какая она красивая, и это злит Акиру, и она убегает в свою комнату, говоря, что она мальчик. Позже Шики садится рядом с Каберне и ест свою пиццу. Он говорит, что он не такой уж злодей, чтобы не делиться едой, и предлагает ему поесть. Каберне говорит, что он никогда в жизни не пробовал пиццу, и это так удивляет Шики, что он на время прекращает свою грубость и советует ему немного пожить. После этого они все возвращаются в свои кровати, и Шики удивляется, зачем Инугами притащил туда Кабанета. Акиус говорит, что это должно быть потому, что ему больше некуда идти, и, возможно, его бросили, а может быть потому, что он действительно сильный. Шики решает выяснить это и ставит ловушку из липкой шелковой проволоки на пути Каберне в ванную. Каберне падает, и Шики спрашивает его, не бросили ли его, и пытается спровоцировать его, но Кабанет говорит, что его не бросили, и вытаскивает ногу из шелка, травмируя лодыжку. Но, к удивлению Шики, крови нет, и рана тут же затягивается фиолетовым пламенем. На следующий день агентство получило специальный запрос из полицейского управления о расследовании инцидента, связанного с демонами. Инугами и остальные садятся в машину и прибывают на место происшествия. Оказывается, в старом доме мать и ребенок лежат без сознания в комнате, покрытой миллионами мелких насекомых. Полиция опечатала комнату и уже потеряла одного из своих людей, который попытался войти внутрь, но сразу же покрылся насекомыми и потерял сознание, и я тоже. Входит Ювеми со своим детским коллективом и заглядывает в комнату. Он объясняет, что эти насекомые называются три трупных жука. Обычно они просто грызут омертвевшую кожу, когда ты спишь, и довольно безобидны, но у них есть свои любимые блюда. Он говорит, что они окружили что-то в центре комнаты, и этот предмет, должно быть, является источником всего происходящего, поэтому они должны его убрать. Он говорит, что может превратить свое тело в железо и спокойно войти, но на это потребуется время, а прошло уже 30 минут с начала всего этого. И он хочет, чтобы все поскорее закончилось, иначе мать и ребенок не выживут. Шики говорит, что может использовать свою паутину, чтобы устроить ловушку и вытащить предмет изнутри, как Человек-паук. Инугами разрешает ему попробовать. Шики приоткрывает дверь и начинает плести паутину, но, к всеобщему удивлению, жуки начинают есть его шелк, и его существование становится бесполезным. Акура слишком напуган жуками и слишком слаб, чтобы что-то сделать. Инугами думает, что им остается только ждать, пока он полностью превратится в железо, и тогда он сам войдет. Кабане говорит, что может это сделать, если они хотят, и входит. Жуки тут же облепляют его с ног до головы, но он продолжает идти как крутой парень, и Инугами объясняет, что, будучи гибридом человека и цели, он не имеет крови в своем теле. Жуки парализуют свою цель, вводя анестетик в ее кровь, и не могут ее съесть, потому что она может регенерировать свое тело. Кроме того, когда-то у тебя должно быть были эмоции и чувства, как у других людей, но твоя тетя обращалась с тобой хуже, чем с Гарри Поттером. Поэтому ты вырос таким бескорыстным и эмоционально тупым. Он делает то, что нужно, и это делает его по-настоящему сильным, но в то же время очень печальным. Кабернот продолжает идти вперед и в конце концов поднимает предмет в центре комнаты, который оказывается парой красных туфель. Как только он это делает, жуки исчезают, и Нуми позволяет врачам скорой помощи войти и спасти семью. Позже тем же вечером Минк объясняет, что любимое лакомство этих жуков – чувство вины, и, судя по всему, эти туфли были украдены. В этот момент к ним подходит старший сын семьи и со слезами на глазах благодарит их. Он говорит, что они бедная семья, которой управляет мать-одиночка, и если им не нужно переезжать, они бы предпочли остаться, если только причиной нападения жуков не было что-то в доме. В Майами говорит, что причиной были туфли, и пока они не будут делать ничего плохого, с ними все будет в порядке. Брат начинает плакать и объясняет, что их мать думает только о себе и носит эти старые туфли уже несколько десятилетий. Однажды младший брат принес эти туфли, чтобы отдать ей, и, будучи старшим братом, он знал, что украл их, поэтому отругал его за это. Младший брат, должно быть, чувствовал себя очень виноватым, и тогда на них напали жуки. Их мать ненавидит жуков, но она тут же подбежала и обняла младшего сына, и вот как все произошло. Он благодарит всех и уходит, а они все решают вернуться домой. Перед тем, как сесть в машину, Каберне спрашивает Инугами, сможет ли он встретиться с его родителями, если будет работать на него. Инугами улыбается и говорит, что это его работа, и он возьмет плату за нее из его зарплаты. Затем они возвращаются домой. Позже той же ночью Шики садится рядом с Каберне и рассказывает ему свою историю. Он говорит, что он сын человека и матери демона-паука, и они расстались, когда он был совсем маленьким. Каберне спрашивает, жива ли его мать, и Шики отвечает, что не знает. Обычно родители пытаются найти своих детей, но он все еще здесь, и прошло уже много лет.
Каберне говорит, что нет причин терять надежду, и, возможно, они все еще пытаются их найти. Мир огромен, и он тоже когда-то потерял надежду, но Инумаи помог ему снова разжечь огонь, и теперь он не собирается сдаваться. Услышав это, Шики встает и идет в свою комнату, а Каберне просит его пойти с ним и показать ему свою комнату. С другой стороны, Инугами наслаждается кофе и звонит суперинтенданту полиции Инари, чтобы сообщить ей, что он успешно выполнил задание, за которое она его наняла. Затем он рассказывает ей о том, что нашел ребенка гибрида человека и демона с камнем жизни. Она проявляет интерес и спрашивает, опасен ли он, и Инугами отвечает, что да, но в то же время он может быть той самой надеждой, которую они ищут. На следующий день Инугами просит Шики и Акиру отвезти Каберне к Инари. Кабане спрашивает, кто она такая, и объясняет, что она демон леса, занимающая высокий пост в полиции, и как детектив он часто обращается к ней за информацией. Перед уходом Ивагуми дает ему особый амулет и говорит, чтобы он носил его с собой на всякий случай. После этого они все вместе отправляются в полицейский участок на встречу с Инари. Оказывается, она горячая штучка, которая использует свое обаяние, чтобы превратить всех в полицейском участке в своих поклонников, и благодаря этому она поднялась по карьерной лестнице. Кабернот и остальные заходят в здание и спрашивают у администратора, что им нужно встретиться с суперинтендантом, и у них назначена встреча. Старый хрыч пытается их выпроводить, но тут входит молодая девушка и представляется личной телохранительницей Инари Хан. Она говорит, что Инари ждет парня по имени Кабане и заберет его с собой. Они оставляют соленого Шики и Акиру и идут в небольшую переговорную, где их ждет Инари. Она просит Кабане сесть напротив нее и представляется. Затем она говорит, что Инугами рассказал ей все о нем и его камне жизни, и спрашивает, может ли она взглянуть на него поближе. Кабане, как обычно, соглашается и протягивает ей камень жизни, а она объясняет, что это редкий камень, который контролирует их желания. И говорит, что они с Кай и Инугами никогда не ладили, но ради мирного сосуществования демонов они решили быть вежливыми друг с другом. Ее Каи нужно питаться разными эмоциями и чувствами, которые испытывают люди, но благодаря этому камню ей больше не нужно будет этого хотеть. Она говорит, что пойдет и посмотрит, как наладить массовое производство. Она приказывает Хану отрубить ему голову, а затем вызывает двух офицеров, чтобы они упаковали голову в чемодан и избавились от тела. Затем она приказывает Хану отнести голову в ее комнату и разобраться с двумя другими детьми, которые пришли с ним. Хан говорит, что она для него как мать, и он всегда будет выполнять ее приказы. Она получает похвалу и ласковое обращение, и это делает ее счастливой. Затем она превращается в Каберне и направляется вниз, чтобы встретиться с Шики и Акирой, держа чемодан в руке. Шики спрашивает фальшивого Каберне, где он был и что в чемодане, и тот отвечает, что разговаривал с госпожой Инари и должен позже отнести чемодан в ее комнату. Услышав, что он называет ее госпожой, Шики морщится от его неприятного запаха и спрашивает, почему он так обращается к этой старой корге. Это очень злит Хана, и ее иллюзия исчезает, когда ее лицо превращается в лисью морду. Затем она снимает иллюзию и прыгает на перила. Она запускает в них большой огненный шар из хвоста, а затем стреляет еще несколькими, как из пулемета. Шики и Акира прячутся за мебелью и спрашивают, что она делает, и не собирается ли она поджечь все это место вместе со всеми обычными людьми внутри. Она говорит, что это не имеет значения, и как только человек входит в это здание, он попадает под действие дзинджутсу Анари и перестает что-либо чувствовать или думать. Он просто делает свою работу, как и должен. Затем она снова нападает на них, и Шики создает барьер между ними, притягивая к себе разные предметы с помощью своего шелка. Затем он незаметно тянет за веревку, которая прикреплена к чемодану, и вырывает его. Они открывают чемодан, пугаются уродливой головы Каберне и убегают, чтобы скрыться от Хана. Хан, с другой стороны, начинает паниковать из-за того, что не выполнил приказ Нери и приходит в ярость. Тем временем Кабане говорит Шики бросить его в Хана, а он разберется с ней. Они делают комбо-прием, бросая Кабане в Хана. Голова Кабане врезается в Хана, и он кусает ее в ключицу, из-за чего она теряет сознание и падает на землю. Огонь вокруг них тоже гаснет, и оказывается, что все это было иллюзией, а люди внутри просто уснули. После этого он восстанавливает свое тело и показывает Акире свой экскалибур, а Шики говорит ему прикрыться курткой. Затем они все выходят и встречают Инугами, который ждет их снаружи со своей машиной. Инугами говорит, что все прошло так, как он и планировал, и звонит Анри. Инари тем временем отправляется исследовать камень жизни, чтобы наладить его массовое производство, но внезапно он превращается в игрушечного енота, и у нее звонит телефон. Она берет трубку, и Инувами обвиняет ее в нападении на его работников. Он говорит, что она, должно быть, стареет, раз не может распознать его технику перевоплощения, и говорит, что камень Кабане принадлежит ему. И если она попытается забрать его, то ей придется иметь дело с ним. Кроме того, теперь она должна ему за то, что из-за нее у него столько проблем, и он кладет трубку. Мы узнаем, что Инугами дал Кабернету поддельный камень жизни в качестве талисмана и сказал ему носить настоящий камень в голове.
После всего этого он говорит, что они должны пойти куда-нибудь поесть и устроить Кабернету приветственную вечеринку. Шики и Акира спорят, что заказать, и в итоге решают взять китайскую еду и блинчики, но в итоге им становится плохо. По дороге домой Инугами рассказывает Кабане, как они находят работу в этом бизнесе, и говорит, что они ищут клиентов через интернет и по сарафанному радио. Но чаще всего это происходит благодаря их вывеске. Она излучает особый свет, который привлекает демонов и людей, находящихся под их влиянием, и таким образом работа сама их находит. Кстати, вывеску для них сделала Инари, и у них с ней своего рода сотрудничество. В этот момент они видят, что к ним подходит раненая Хан, и Шики и Акира встают в боевую стойку, но Хан падает на землю, потому что у нее урчит в животе, как у африканского слона. Они угощают ее пиццей, и она объясняет, что она хорошая девочка и что Инари дала ей задание, которое она не может бросить на полпути. Поэтому она должна доставить ей голову Кабернета. Затем она пытается напасть на него, но Инугами останавливает ее и говорит, чтобы она слезла со стола, иначе Инари разозлится на нее. Она тут же становится послушной и начинает вести себя как хорошая девочка. Он говорит ей, чтобы она поблагодарила за еду и выбросила мусор, и они решают пока что позаботиться о ней. В этот момент в их офис заходит мужчина, и Каберне чувствует странный запах. Шики объясняет, что это человек, на которого повлиял демон, и это значит, что у них новая работа. Мужчина садится в их полу-офисе и заказывает выпивку у Инугами. Он жалуется на девушку по имени Мао, в которую влюбился. Она работает в районе красных фонарей, и он хочет признаться ей в своих чувствах. Но когда он ждет ее на улице, он не видит, как она выходит из здания, и у него никогда не получается с ней поговорить. Слушая о его любовных проблемах, Каберне удивляется, почему половина их офиса превращена в барак. Шики объясняет, что когда-то давно Инугами работал с партнером, который хотел устроить бар в офисе, но теперь они не вместе, и лучше не спрашивать его об этом, потому что это для него болезненная тема. Тем временем Акира вклинивается в разговор и начинает говорить о том, что любовь – это удивительная вещь. Он говорит, что Шики и Каберне – результат любви человека и демона, и Каберне после этого становится интересно узнать больше об этой любви. Он подходит к Инугами и говорит, что хочет пойти с клиентом и помочь ему признаться в любви, чтобы тоже узнать об этом. Он хочет это сделать, потому что его родители тоже нашли свою любовь, и узнав об этом, он сможет лучше их понять. Инугами смотрит на его глупое лицо и решает позволить ему это сделать. Он говорит Шики и Акире, чтобы они тоже помогли, и говорит Хан, что если она им поможет, то он отдаст ей голову Хана. После этого он говорит клиенту, что дети позаботятся о его просьбе и велит им идти. В этот момент клиент замечает в комнате мышь и мгновенно ловит ее как кошка. Его лицо тоже похоже на кошачью мордочку, и он говорит, что собирает их, чтобы подарить своей возлюбленной. Инугами понимает, что это должно быть работа демона-кота, и говорит Акире, чтобы тот остался, потому что он боится страшных и отвратительных вещей, таких как трупы мышей и прочее. После этого остальные уходят и садятся в кафе напротив работы Мао. Дети просят у него фотографию Мао, и он показывает им и говорит, что она должна вот-вот выйти, потому что ее смена заканчивается. Но, как ни странно, он не видит, чтобы она выходила. В этот момент дети замечают демона-кота, который выходит в виде розовой кошки с раздвоенным хвостом. Они идут в переулок с клиентом, подходят к демону-коту Мао и говорят, что они из детективного агентства Инграми. Услышав свое имя, Мао говорит, что узнала его и спрашивает, чего они хотят от такой невинной кошки, как она. Они отвечают, что их клиент Еруна влюбился в нее и хочет признаться в своих чувствах. Мао превращается в человека и шокирует Еруна, а затем говорит, что собиралась добавить его в свою коллекцию, чтобы он тоже приносил ей мышей. Но, похоже, ее чары еще не подействовали в полной мере. Затем она показывает 3 других людей с мышами во рту, которые почти полностью превратились в кошек. Она говорит, что никакой любви нет, и все это из-за ее способностей, но тут сверху спрыгивает Хан, словно лиса, которой она и является, и хватает Мао. Она отводит ее к Еруна и говорит, чтобы он признался. Он протягивает ей пакет с мертвыми мышами, который собирал, и говорит, что жил в депрессии и каждый день терял надежду, но потом встретил ее. И она стала первым лучом света, который помог ему удержаться на плаву, и поэтому он хочет быть с ней, даже если это означает, что он должен превратиться в кота. После этого они оставляют его и возвращаются домой, чтобы доложить Инугами. Когда они возвращаются, Хан просит Инугами выполнить свое обещание и требует голову Кабена. Она просит ее закрыть глаза, а затем идет к холодильнику, достает апельсин и превращает его в голову, прежде чем отдать ей и проводить до двери. Когда тупая лиса ушла, он спросил Кабанета, узнал ли тот что-нибудь о любви, и Кабанет объяснил, что любовь очень похожа на свет, на луч надежды. Он протянул Инугами пачку салфеток и сказал, что купил их по дороге сюда, чтобы отдать ему в подарок. Он сказал, что для него Инугами – это луч света, который дал ему повод жить дальше. Люди обычно дарят друг другу свет, поэтому он купил салфетки, потому что они очень удобные. Затем он повернулся к Шики и Акире и сказал, что они тоже для него как свет, поэтому скоро он им что-нибудь подарит. Несколько дней спустя Иннум рассказывает, что Еруна и Мао сошлись, и оказалось, что она влюбилась в него после его признания, и теперь они живут вместе.
вместе. Возвращение людей в кошачий мир тоже должно нормализоваться через несколько недель. Шики удивляется, в каком мире он живет, а Акира восхищается Кабанетом, который смог раскрыть свое первое дело раньше него, хотя присоединился к ним намного позже, и чувствует себя хуже него. Через некоторое время он подходит к Инугами и говорит, что стал учеником Кабанета, и Шики объясняет, что в ванной был таракан, и Кабанет с ним разобрался. Поэтому теперь Акира называет его мастером. Акира говорит, что может взяться за любое дело вместе с Кабанетом и просит работу. Инугами говорит, что у него есть миссия, на которую он собирался отправиться с Кабанетом, но если он хочет, то может поручить ее им двоим. Затем он объясняет, что рядом с рекой Сибуя ведутся строительные работы, и они пытаются изменить направление течения. Но в последнее время многие строители загадочным образом погибают, и их скелеты находят в реке. Он говорит, что у него есть предположение, кто может быть виновником, потому что в реке живет группа демонов, и они должно быть недовольны строительством. Шики говорит, что в этом месте полно грязи и насекомых, а из-за строительства река превратилась практически в сточную канаву. Инугами подтверждает, что это будет неприятная работа, и спрашивает, хочет ли Акура все еще этим заниматься. Акура испытывает отвращение, но говорит, что сделает это, и идет переодеваться. На следующий день они идут под мост вдоль реки в темный туннель. Кабон объясняет, что сначала они должны найти местных демонов, чтобы попытаться прийти к мирному соглашению. Когда они идут дальше, на Акиру падает огромная пиявка, и он начинает кричать, но Кабон закрывает ему рот рукой и говорит, чтобы он молчал, иначе они выдадут свое присутствие. Затем он отрывает пиявкам головы и бросает их в реку. Акура спрашивает, почему он их не убивает, и Кабон отвечает, что не любит убивать других людей, насекомых или монстров, если в этом нет необходимости. Проще говоря, они нападают на нас, чтобы спасти свою жизнь, и если они не представляют для него угрозы, ему не нужно никого убивать. Слушая его, Акира удивляется, какой Кабон крутой, и говорит, что он действительно особенный. Он говорит, что Акира похож на его старшего брата, и начинает рассказывать о своем прошлом. Он объясняет, что принадлежит к племени снежных демонов, которые живут в горах Амри. В их деревне была странная система, при которой все жители были женщинами, а мужчины рождались раз в 100 лет. Поэтому за ними очень тщательно ухаживали, но он всегда был плаксой, и старший брат всегда его подбадривал. Когда они убегали из деревни, он отстал от старшего брата. Поэтому он присоединился к Инугами в надежде найти брата. Услышав это, Кабане спрашивает, может ли он управлять льдом, учитывая, что он снежный демон, и Акира отвечает, что может, но у него плохо получается, потому что это требует большой концентрации. В этот момент на него нападает огромный демон-лягушка и хватает его за лицо, но Кабане сбивает амфибию с ног металлической трубой. Монстр снова пытается напасть на него, но тут появляется маленькая енотовидная собака с бутылкой крови и письмом на шее, адресованным Акире и Кабане от Инугами. В письме говорится, что за нападениями стоят лягушкоподобные демоны, которые сошли с ума после того, как съели людей, и их нужно уничтожить. Он говорит, что нужно приманить их кровью из Библии и позаботиться о его задании. Кабане соглашается, но Акира беспокоится. Каберне спрашивает, не хочет ли он уйти, но Акира вспоминает, что хочет стать сильнее, чтобы быть надежным, и говорит, что останется здесь, даже если обмочит штаны. Интересно, кто-нибудь из комментаторов захочет купить эти штаны. После этого они оба идут вглубь туннеля вместе с мистером Енотом и выливают кровь в реку. Внезапно оттуда выпрыгивает огромное количество лягушек-демонов и нападает на них. Как и ожидалось, Каберне и Енот отбиваются от них, а Акира сидит в углу и думает, как бы продать свои обделанные штаны. Ситуация становится все хуже, их одолевает огромное количество зеленых жаб, но Акира вспоминает, что хочет стать сильнее и надежнее. И чтобы быть полезным, он использует свою ледяную магию и замораживает все в туннеле, кроме головы Каберне и мистера Енота. Каберне хвалит его за то, что он справился со всеми монстрами, и они делают совместное селфи. Тем временем мистер Енот идет дальше и встречает старейшину лягушек-демонов. Оказывается, это был Инугами, и старейшина лягушек благодарит его за помощь и объясняет, что его бывшие братья стали злыми после того, как съели человеческую плоть, и начали есть яйца и детенышей своего вида. Инугами приветствует его и отмечает, что миссия выполнена успешно. Несколько дней спустя Каберне убирается в коридоре. Он доходит до конца коридора и вспоминает, что Инугами предупреждал его никогда не открывать эту дверь, и думает, не стоит ли передвинуть коробки, чтобы подмести пол. Внезапно дверь открывается, и из нее высовывается белая рука, которая затаскивает его внутрь. Позже в тот же день Шики находит на полу швабру и рассказывает об этом Инугами. Он говорит, где нашел ее, и что беспокоится из-за внезапного исчезновения Кабена. Выслушав его, Инугами начинает волноваться и бежит в комнату в конце коридора, где уже собрались остальные ребята. Они видят самого белого парня в истории человечества, который сидит в
игровом кресле перед монитором Amiga 6. Рядом с ним на полу лежат наушники, бутылки с водой и консервы. Инугами говорит, что именно об этом он и беспокоился. Он называет американца по имени Михай и просит его снять наушники. Михай смотрит на Инугами, здоровается с ним и спрашивает, почему тот никогда не говорил ему, что у него есть такой послушный, обучаемый раб. Шики и Акира спрашивают, жил ли он здесь все это время, и парень отвечает утвердительно и представляется как Михай, вампир. Он глава отдела информационных технологий и коммуникаций в агентстве и говорит, что с этого момента назначает Кабена своим личным рабом. Инугами начинает нервничать и просит ребят выйти с ним на минутку. Выйдя, он объясняет, что Михай его старый напарник, и он вампир, что считается высшим рангом среди демонов. Они обладают сверхчеловеческой силой, знаниями и навыками. Они никогда не стареют и почти бессмертны. Кроме того, Михай ненавидит скуку, поэтому он изучил почти все профессиональные навыки. Когда ему стало нечем заняться, ему наскучил этот мир, и чтобы он не превратился в главного злодея этого аниме, его пригласили в агентство, где он стал зависимым от гача-игр, таких как Genshin Impact и Honkai Impact 3RD, и любит проводить время в своей комнате. Помимо того, что он заядлый геймер, он еще и очень хорошо разбирается в технике, отвечает за создание веб-сайта их компании, а также за защиту их данных от Инари. Он говорит им, чтобы они не выходили в коридор, если хотят жить спокойно. На следующий день Кабане снова становится послушным рабом и прислуживает своему белому господину. Шики и Акара врываются в комнату вампиры и говорят ему прекратить издеваться над их и без того мертвым другом, превращая его в раба. Михай предлагает отпустить его, если они победят его в армрестлинге, и Шики соглашается. Они садятся, Михай мгновенно побеждает его, а Акара даже не пытается. Кабане спрашивает, может ли он тоже попробовать, и Михай говорит, что это его обязанность выполнять просьбы своих рабов, и тоже побеждает его. Позже в тот же день Кабан отправляется за продуктами для ужина, по дороге размышляя о том, как бы ему стать сильнее, чтобы защитить всех, кто ему дорог в агентстве. В конце концов он садится в парке отдохнуть и думает, не начать ли ему тренироваться, и тут Хан спрыгивает с дерева позади него. Она оборачивается, видит Каберне, сидящего на скамейке, и спрашивает, что он здесь делает. Каберне думает, что она пришла за его головой, и пытается притвориться, что у него ее нет, натягивая капюшон, но Хан говорит, что она больше не попадется на эту уловку. А потом грустно добавляет, что это уже не важно, потому что Инари больше не нужна его голова, и когда она пришла отдать ее, с ней уже была другая лиса-демон. И она даже не взглянула на нее. Она говорит, что не может сейчас вернуться домой, потому что была плохой девочкой. Каберне предлагает ей сразиться с ним, и они тут же вступают в бой. Поначалу они равны, но потом Хан оказывается сверху и начинает выбивать дурь из его вонючей физиономии. Но Каберне отвечает ей ударом головой и отбрасывает ее на землю с разбитым носом. Она начинает плакать и говорит, что неудивительно, что Ари ее бросил, потому что она такая слабая. Каберне не знает, что с этим делать, и берет ее за руку, чтобы успокоить. В конце концов Хан засыпает в слезах, и они сидят вместе на скамейке до самой ночи, пока она не просыпается. Кабане говорит ей, что если ей тяжело добираться до Нари, то она может пожить у Инугами, но она отвечает, что не может, потому что он енотовидный демон, а она демон-лиса. Затем она смотрит на него сияющими глазами и говорит, что не против пожить с ним прямо здесь, в парке, и что она не будет голодать, потому что там есть воробьи и голуби. Он говорит, что ему нужно сходить домой и принести ингредиенты для ужина, и она спрашивает, не это ли его миссия. Он говорит, что это похоже на работу по дому, и обещает вернуться за ней, когда закончит, и это не займет много времени, и они договариваются. Она говорит, что будет ждать его, и отпускает его руку. Инугами, с другой стороны, удивляется, увидев Михая не в его комнате, и говорит, что повредил руку во время борьбы с Каберне, и на ее заживление уйдет неделя. Так что он будет развлекаться, играя со своими рабами. Затем он обманывает Инугами и запирает его в комнате, прикрепив к двери бомбу, которая взорвется, если он попытается ее открыть. Когда приходят дети, он говорит им, что Инугами занят другим делом и хочет, чтобы они занялись его особым заданием, которое он для них нашел. Шики радуется и говорит, что хочет попробовать свои новые способности, и демонстрирует их, нагревая комнату и сильно потея, и это делает его невидимым. Потому что он использует паучий шелк и сюжет из аниме. После этого они переходят к деталям своей миссии, и Михай объясняет, что их цель — компания под названием «Электроника укуса жука». 3 года назад 16 сотрудников пытались покончить с собой на одном из их заводов, но на следующий год их число сократилось до нуля, и компания снова стала прибыльной. Их задача — проникнуть внутрь и выяснить, как им это удалось, и для этого они разделились на 2 команды. Команда А будет состоять из Каберне и Акуры, которые будут ждать команду Б, Шики и Михаи. В виде высокотехнологичного автомобиля с дистанционным управлением под названием Михаи Магнум, чтобы открыть двери изнутри. Оказавшись внутри, Шики замечает свет, исходящий из одной из комнат, и, заглянув туда, видит группу людей, которые работают как зомби.
Внезапно один из мужчин выбегает из комнаты с криком, что увольняется, но его останавливает менеджер Рика. Она ведет его в кабинет для консультаций и говорит ему успокоиться, а Шики следует за ними. Когда они заходят в кабинет, демон-комар засовывает соломинку в ухо мужчины и высасывает его мозг изнутри. Оказывается, что менеджер и две ее сестры управляют зданием, и они демоны-комары. Михаи заключает, что они высасывают мозг своих жертв, а остальные органы оставляют работать бездумно. Таким образом, они заставляют людей в компании работать без жалоб. Вот так. Увидев это ужасное зрелище, Экра делает то, что у него получается лучше всего, и теряет сознание. Шики решает, что враги слишком сильны, чтобы с ними сражаться, и говорит, что им нужно перегруппироваться, вернуться домой и подождать, пока Инугами не вернется и не решит, что делать дальше. Пока он идет обратно, чтобы встретиться с Кабане, Михая начинает раздражать спокойствие и рассудительность Шики. Он решает специально все испортить и начинает бить Михая Магнума об стену, как китаянка. Сестры слышат шум и выходят посмотреть, что происходит. Эрика находит на земле игрушечную машинку, забирает ее себе и оглядывается на всякий случай. Две другие девочки вскоре выходят и решают разделиться и осмотреть все здание, пока Шики прячется в углу, как маленькое насекомое. Когда они уходят, он думает, что ему нужно поторопиться и встретиться с остальными, пока он не превратился в безмозглого идиота, как Каберне. Но тут Эрика находит его и говорит, что ее сестра запретила им кого-либо убивать, чтобы не попасться Аресу на глаза. Но учитывая обстоятельства, она должна его прикончить или хотя бы превратить в безмозглую обезьяну. Когда она наклоняется, чтобы съесть его мозг, Михай шокирует ее до чертиков, включив электрошокер в машине, и спрашивает Шики, почему он сидит там как девчонка. Но к его удивлению, Шики тяжело дышит и выглядит еще более напуганным, чем обычно. Он понимает, что на самом деле страдает от какой-то травмы, и все его поведение крутого парня – это попытка скрыть свою слабость. Осознав это, он начинает улыбаться и говорит, что будет забавной игрушкой, с которой можно поиграть. Тяжело дыша и сидя как замороженная утка, Шики вспоминает свои детские воспоминания, когда он был с мамой. Он задается вопросом, как они расстались, но знает, что очень боялся страшных вещей, и если он не может вспомнить, значит случилось что-то ужасное. С другой стороны, Бихай говорит Кабане и Акире, чтобы они пошли спасать Шики, и ведет их к сестре другого демона Мамоки. Тем временем он продолжает пугать Шики, описывая, что с ним будет, если он не пошевелится. Это злит Шики, и он в итоге разбивает игрушечную машинку ударом кулака. Это приводит его в чувство, и он решает наконец дать отпор. Он становится невидимым, убегает от леди Москита и заставляет ее использовать свою особую способность, которая позволяет ей чувствовать разные следы. Например, углекислый газ, температуру тела и пот. Воспользовавшись этим, Шики сбивает ее с толку, окружив всю территорию своими нитями и поймав в прочную паутину. После этого он оказывается настоящим сыном Питера Паркера, спрыгивает с потолка и приземляется прямо на лицо Эрики с выпученными глазами. После того, как он сбил ее с ног, он падает на землю и хвалит себя за то, что преодолел свой страх. И вспоминает момент, когда Инугами сказал ему, что у него есть информация о его родителях, и если он захочет ее узнать, то он может это сделать. Но он отказался говорить об этом, сказав, что ему нравится его новая жизнь в агентстве и он не хочет знать о своем прошлом. Он думает, что может быть ему наконец удастся закончить этот разговор с Инугами и решает спросить его об этом, когда миссия закончится. В этот момент приходят Каберне и Акира, таща за собой Мамоку как дикари. Они связывают ее липкой белой субстанцией Шики и думают, что делать дальше. Кабане говорит, что теперь они точно должны сражаться, потому что их трое против одного Шики, и он тоже должен согласиться, учитывая, что они уничтожат все улики, если уйдут. И собранные Михаем данные будут бесполезны. Пока они обсуждают это, с другой стороны коридора появляется старшая сестра Жука Рика. Она называет своих сестер бесполезными за то, что они проиграли двум маленьким придуркам в игрушечной машинке, потому что даже она знает, что Акира бесполезен и не считает его. Она подходит и спрашивает, не забудут ли они все и не уйдут ли, не разбираясь с этим дальше. Но Каберне говорит, что это из-за того, что они причинили вред слишком многим людям и их работа остановить их. Рейка говорит, что это значит, что переговоры провалились, поэтому она должна сама все уладить и спрашивает, чей мозг она высосет первым. Она крутит колесо в своей голове, как Стив Харви, и ее цвет попадает на ее собственных сестер. Поэтому она начинает с Эрики, а затем переходит к Мамоке, заботясь о эти двое, она сама. После этого она полностью превращается в демона Москита и направляется к детям. Кабане понимает, что Шики слишком устал, чтобы справиться с этим и Вакири, поэтому он сам подходит к ним. Он вступает в схватку с ней и пытается добраться до ее жизненно важных органов, но Рика отталкивает его своими отвратительными руками и протыкает ему грудь своим ртом, похожим на соломинку. Шики собирается с силами, чтобы броситься вперед, но тут же получает сильную пощечину, и Акира обижается на это и удивляется, как он посмел упасть раньше самого себя. Он использует всплеск как волшебную палочку, но это ничего не дает, так что Рика тоже усыпляет его шлепком одной из своих волосатых ног. Когда оба его друга ушли, Каберне задумался, что же ему делать, и вспомнил, как он хотел стать сильнее. Он знает, что не сможет победить повелительницу насекомых с его нынешней силой, но несмотря на это пытается заставить
заставить свое тело работать и в итоге ломает себе кости. Именно в этот момент Бихай решает дать совет бездзюцу и говорит ему, что причина, по которой он не смог одолеть его во время матча по армрестлингу, а также причина, по которой он не может победить отвратительного жука перед собой, заключается в том, что он подавляет свою демоническую силу и использует свою человеческую силу. Если он действительно хочет спасти своих друзей, то должен прислушаться к своим инстинктам, выпустить демона наружу и использовать свою силу, чтобы уничтожить врага, стоящего перед ним. Кабернот оглядывается и спрашивает себя, чего он хочет сейчас в глубине души, и понимает, что хочет оторвать руки этой мерзкой женщине и спасти своих друзей. Он начинает кричать, как Гоку. Внезапно он перепрыгивает все уровни Супер Саяна и сразу же становится Супер Саяном богом, отрывая ей руки. Рика падает, а он спрашивает, нужна ли ей помощь, и смотрит на свою силу, понимая, что он действительно силен. Думая о том, что он мог бы править этим миром как главный герой аниме, он подходит к Рике, чтобы прикончить ее. Но тут из своей комнаты выходит Инугами и говорит с ним голосом Михая Магнума. Он хвалит его за хорошую работу и говорит, что он должен вернуться, а они передадут информацию Инари, и она сама с этим разберется. Кабани говорит «Оу», и тут входит новый молодой демон Лис, которого Инари назначила вместо Хана, и говорит, что он сам совсем разберется. Он представляется как Набумару и подходит к Рике, посылая в ее тело несколько огненных семян. Затем он щелкает пальцами, поджигая ее, и подходит к другим сестрам, делая с ними то же самое, оставляя после них только пепел. Затем он говорит Кабернету о своих взглядах на то, можно ли их убивать, и просит его отвезти домой паука, который выглядит изможденным и обезвоженным. Перед уходом он рассказывает Кабане еще один секрет и говорит, что Инари не отказалась от камня жизни, и что она уже давно следит за ним по ее приказу. Если они разозлят Инугами, это плохо кончится для них, поэтому они не будут забирать у него камень силой. Но если он отдаст его добровольно, Инугами не будет вмешиваться. И Инари на это надеется. Затем он просит его быть осторожным, потому что они все-таки хитрые демоны. Кабернот говорит, что будет осторожен, и спрашивает, зачем Вэй рассказал ему все это. И Набамура признается, что на самом деле он очень ненавидит Инари, вот почему. После этого они все уходят из здания компании и возвращаются домой, а Кира злится на Михая за то, что тот солгал им о сложности задания. Михай заступается за него и говорит, что они должны быть благодарны ему, потому что они никогда бы не выросли под опекой Инугами, который дает им легкие задания и защищает их. Инугами говорит ему, что мальчики выросли гораздо больше, чем он думал, но если он еще раз попытается что-то подобное сделать, он отправит его обратно в Румынию, где он будет разговаривать с Эндрю Тейтом, пока не умрет. После этого они все ложатся спать, и Миай говорит, что если бы он не хотел убить его сам, ему пришлось бы придумать, как его развлечь. Ему понравились мальчики, и он решил снова поделиться с ними мудростью. Позже той же ночью Кабнет проверяет сердцебиение Шики и Акиры и с облегчением видит, что они живы. На следующее утро он идет за Шики, как его мама, с задумчивым выражением лица. Кажется, он что-то забыл, и когда Акира спрашивает, он вдруг вспоминает о своем обещании Хану и выбегает из дома, чтобы увидеться с ней. Он идет в парк и зовет ее, и она падает с дерева, как яблоко, которым она и является. Она спрашивает, почему он так долго не возвращался, ведь он должен был прийти после того, как отнесет продукты домой. Он говорит, что у него внезапно появилось дело, и он должен был уйти, а потом одно за другим стали появляться другие дела, и он как будто забыл о ней. Это очень ее расстраивает. И тут с дерева падают две рыбки, и она говорит, что поймала их, чтобы они поели, но теперь они испортились, потому что он не пришел. Он чувствует себя виноватым и пытается ее успокоить, а Набумуру наблюдает за ними издалека и шепчет, что Кабне должен быть осторожнее. Шики подходит к Инугами и говорит, что хочет поговорить с ним о своих родителях, и что теперь он готов услышать правду. На следующее утро они все отправляются в родной город Шики, чтобы встретиться с его дядей Айке. Шики говорит, что до того, как он расстался с матерью, он жил здесь, а потом переехал к дяде в Токио. Когда они приехали в город, Инумён снял для них комнаты в гостинице, а дети пошли в сувенирную лавку купить кое-что. Медвежонок Каберне наткнулся на старую книгу с народными сказками, в которой рассказывается легенда о Нише Кигума. Он заинтересовался и спросил у Шики, что это за легенда, и тот ответил, что это популярная в этих местах сказка. Они все вместе прочитали ее и узнали, что давным-давно жил-был мальчик по имени Шиги. Однажды, вернувшись домой с работы, он увидел, как большой паук роется в его еде. Посмотрев на это, Шиги решил сделать то же, что сделал бы любой на его месте, и уйти из дома, который теперь принадлежал пауку. По крайней мере, он должен был так поступить, но вместо этого добрый и глупый Шиги поделился с пауком едой и разрешил ему остаться. На следующий день, проснувшись, он увидел, что его ветхая лачуга вся покрыта золотой паутиной. С тех пор он продавал золотой шелк, разбогател и жил долго и счастливо. Шики говорит, что такие истории есть повсюду, а потом замечает розоволосого мальчика, который смотрит на него из дверей магазина. В этот момент входит Инугами Сайки и говорит, что они встретились раньше, чем он ожидал, и все решают пойти в лес у реки, чтобы посидеть и поговорить. Проходя мимо, Шики слышит знакомый голос, зовущий его по имени, но думает, что ему показалось.
Они все садятся, и Айкио представляется как ученый, который изучает фольклор и находит в нем скрытую правду. Шики рассказывает, что несмотря на то, что Айкио обычный человек, он знает о существовании демонов, но не слишком с ними общается, чтобы никого не беспокоить. Айкио начинает дразнить Шики, но тот говорит, что они пришли послушать о его матери и рассказывает историю. Он говорит, что это случилось давно, когда они были еще маленькими и часто ходили с его старшим братом, отцом Шики. В то время они изучали легенду о золотой паутине и путешествовали по лесу в поисках подсказок. Там они встретили мать Шики, Куми, которая была демоном-пауком. Затем он говорит Шики, что есть вещи, которые он скрывал от него до сих пор, но сейчас самое время рассказать. Инугами уводит остальных детей и оставляет Шики наедине с дядей. Через некоторое время Шики выходит и говорит, что они оба мертвы. Его отец умер еще до его рождения, а мать заболела и умерла, когда ему было 5 лет. Он добавляет, что, возможно, он не может все это вспомнить, потому что был очень травмирован, увидев ее мертвое тело в детстве. Он пытается казаться сильным и улыбается, но Каберне замечает это и спрашивает его. Индамай спрашивает его об Айкио и выходит проверить, как он, а дети идут в общественную баню и развлекаются. Пока они думали, как развеселить Шики, вошел Набумуру, держа в руках свой экскалибур, и пожаловался, что они должны были предупредить его, прежде чем уезжать из города, и что ему потребовалось много времени, чтобы добраться до них. Затем он показал свои лисьи уши и хвост и удивил Шики и Акуру, которые не знали его раньше, и сказал, что они выглядят грустными, поэтому им нужно выйти на улицу, посмотреть на светлячков на набережной. После этого они все пошли в лес, посмотрели на светлячков и поблагодарили Набамару за предложение. Набамару спросил Кабане, не рад ли он, что родители Шики мертвы, потому что, если бы он узнал, что его родители живы, а родители Шики мертвы, он бы не смог по-настоящему радоваться за него. Но Кабане сказал, что не понимает, о чем он говорит. Тем временем Шики подошел к страшному на вид дереву и начал вспоминать свое детство. Кабане и Набумуру подошли к нему и спросили, о чем он думает, и он вдруг побежал в лес. Он врезался в камень, перепрыгнул через небольшой ручей и, вспомнив свое детство, понял, что когда был маленьким, играл с мамой в этом лесу. Но она всегда уходила на некоторое время, чтобы встретиться с его дядей по работе. Он всегда ждал ее, но однажды она не вернулась, и он, не выдержав, пошел за ней, чтобы узнать, куда она ушла. В конце концов он нашел маленькое здание, спрятанное глубоко в лесу, и, войдя туда, увидел кошмарную картину. Его мать была привязана к столу под присмотром дикого монстра. Он начал кричать и тут же потерял сознание. А когда очнулся, то оказался в комнате своего дяди и рассказал ему, что его мать заболела на работе и ей нужно побыть одной, пока она не поправится. Он много лет жил с ним, не вникая в его дела и не интересуясь, чем он занимается с матерью, боясь узнать о чем-то страшном и болезненном. Они все добрались до здания, и Навумура говорит, что это похоже на лабораторию по разведению, и что раньше ходили слухи о целебном шелке, который может вылечить все и даже заменить человеческие органы. Этот шелк продавался на рынке и был сделан из гибридов людей и демонов, но информацию об этом случае Инугами засекретил около года назад. Шики вспоминает, что это было в то же время, когда Инугами впервые рассказал ему о том, что нашел его родителей, а он отказался говорить об этом. Он говорит, что больше не будет ждать и теперь отомстит своему дяде за то, что тот причинил боль его матери. Он говорит, что убьет его и спросит, остановят ли они его, но Кабанет говорит, что нет, и спрашивает, где закопать тело. Тем временем Инубами зовет Эйки и уводит его в лес поговорить. Он говорит, что знает все о его исследованиях, и что это он все эти годы не давал опубликовать его работу. Эйке злится и спрашивает, зачем он это сделал, и начинает говорить правду, как какой-то злодей из Скуби-Ду. Он объясняет, что когда они с братом нашли Куми, то поняли, что легенда о золотой паутине была правдой, и что пауки, которые ее плетут, на самом деле демонические пауки, как Куи. Казалось, что этого факта было достаточно для его брата, и он даже влюбился в нее, но сам он хотел получить эту силу для себя. Однажды его брат случайно упал в лесу и погиб. Но к тому времени Куми уже была беременна Шики. Через некоторое время Куми пришла к нему домой с ребенком, который заболел гриппом. В человеческом мире от этого легко избавиться, но в мире демонов такого лекарства не было. Он отвез ребенка в человеческую больницу, и Шики выздоровел, но в это время Куни поняла, что хочет вырастить своего ребенка как человека. Но для нее, как для демона, это оказалось слишком сложно. Тогда он предложил ей сделку. Он продолжит свои эксперименты над ней в обмен на деньги, и Кьюби с радостью согласилась, сказав, что сделает все ради своего мальчика. После этого он начал экспериментировать над ней, используя разных существ из леса,
потому что понял, что золотая паутина – это продукт мутации. Тогда юный Шики увидел ее во время одного из экспериментов, и это травмировало его, поэтому он забрал его у Куми. Эксперименты продолжались, пока Куми не была на грани срыва, но в конце концов ему удалось создать легендарную золотую паутину, которая может вылечить все, включая неизлечимые болезни, такие как сильная нехватка солнечного света и депрессия у всех зрителей. Услышав это, Инугами достает телефон и говорит, что все это время он передавал информацию Шики и просит его делать все, что он хочет. Шики использует свою паутину, чтобы поднять Акио на дерево и решает повесить его. Акио умоляет Инугами не убивать его, но тот говорит, что если ты готов убивать других, то будь готов и к тому, что тебя убьют. В этот момент из леса выходит Акиро, плача как девчонка, и спрашивает, где они были. Он говорит, что их телефоны были заняты все это время, было темно, и он так испугался, что на него мог напасть медведь или кто-то еще. Инугами говорит ему успокоиться, а затем замечает, что из леса за его спиной выходит белый многоногий монстр-змея. Он стреляет в него, но тот кусает его за руку, и она начинает опухать от яда. Инугами хватает Акиру и бежит вглубь леса, а остальных окружают сотни белых монстров, похожих на пауков. Шики спрашивает, что это за монстры, и Акира отвечает, что это его братья и сестры, неудачные результаты его экспериментов над матерью. Один из монстров разрезает его паутину и медленно опускает его, и Акира говорит, что все они полуразумны и очень послушны ему, потому что помнят слова, которые слышали от матери во время ее экспериментов. После этого все монстры открывают рты и начинают повторять слова голосом Куми, называя Шики по имени и говоря, что любят его. Увидев все это, Шики вспоминает свою мать и, упав на колени, плачет. Намору хвалит его за хорошую борьбу и спрашивает Кабане, что бы он сделал, если бы разозлился. Кабане, в свою очередь, уже в режиме Супер Саяна, велит ему заткнуться. Затем он подходит к Шики и спрашивает, хочет ли он, чтобы он что-нибудь сделал. Кабане хватает его за руку и просит помочь, как Нами из One Piece. После этого Кабане переходит в режим убийства и начинает расправляться с монстрами направо и налево, пока Набумора тоже сражается с несколькими. Тем временем Инугами и Акира тоже окружены монстрами, и Инугами просит Сакуру заморозить его руку, чтобы яд не распространялся. В этот момент розоволосая девушка выходит из леса и говорит монстрам, чтобы они успокоились, и просит их остановиться. Она говорит, что сначала нужно вылечить его руку, и просит его пойти с ней и поторопиться, пока Акио ее не заметил. Она ведет его к источнику и говорит, что его вода обладает особыми целебными свойствами, и демоны, которые заболевают, используют ее для лечения. Поэтому она подумала, что это может помочь и с ядом. Затем она говорит, что ей нужна их помощь, чтобы убедить Каберне и остальных не убивать Айки, пока она не получит от него ответы, и уходит вместе с ними. Каберне заканчивает уборку и подходит к Айке, как Джон Уик, пока у него отрастает рука. Он хватает его за воротник и швыряет в сторону Шики, спрашивая, хочет ли он сам прикончить этого подонка или может сделать это вместо него. Шики встает и извиняется за то, что заставил его испачкать руки, и говорит, что сам разберется с Айкио. В этот момент на место происшествия вместе с Инугами и Акирой приходит розоволосая девушка и просит их не убивать его. Акио окликает ее по имени Ая и спрашивает, что она здесь делает. Она велит ему заткнуться и перестать нести чушь. Затем она просит его рассказать, где он спрятал созданный ею кокон, и он начинает улыбаться, говоря, что если он им не расскажет, то ничего страшного не случится. Шики удивляется, почему Айкио так волнуется из-за Аи и думает, что она должна быть очень важна для него. Наконец он приходит к выводу, что она, скорее всего, результат его важного исследования и решает ее выслушать. В этот момент подходит Инугами и предлагает свои услуги детектива, говоря, что найдет кокон для нее. Затем он смотрит на глупое лицо Акио и просит Михая вернуться домой и использовать свою магию, чтобы сказать, где он мог спрятать кокон размером с человека. Михай просматривает данные, которые они собирали о Акио до того, как он начал свое исследование, и указывает на 4 места, говоря, что наиболее вероятное место – это источник воды. Услышав это, Ая и Шики бегут туда, и Ая заходит в источник, но Шики останавливает ее и говорит, что пойдет вместо нее. Затем он ныряет в залитый лунным светом весенний уголок. Он находит свою мать, лежащую без сознания, завернутую в кокон из розового шелка. Затем на него нападает еще один из его братьев и сестер, но он тут же убивает его как пушечное мясо и возвращается к своей матери. Девочка начинает плакать и говорит, что их мать жива, потому что она золотая паутина, и что она пыталась спасти свою мать, обернув ее вокруг себя, в ее целебном шелке. Вскоре все прибывают на место происшествия и узнают, что Куми тоже жива. Но Амару говорит, что у Айки никогда не было причин убивать Куми, поскольку она была его страховкой, чтобы держать Аю под контролем, а также способом для него создавать больше монстров из золотой паутины. Затем Шики вырубает Айки ударом в сердце и говорит Инугами, что им нужно перевести его мать в более безопасное место. Они решают посадить ее в машину и вернуться в Токио. Кабане спрашивает Шики о том, что он хочет сделать с Эйки, и он говорит, что сожжет все свои работы
и прожив с ним много лет. Он знает, что не сможет опубликовать свою работу, и быть узнанным кем-либо было бы хуже, чем умереть за него. После этого они все возвращаются в Токио, в то время как Нобумура решает сжечь Акио, потому что карма — это А. Вернувшись в Токио, Инугами отвозит их в специальную клинику, которой руководит кто-то из его знакомых, и они стучатся в дверь посреди ночи. Он говорит, что это дело рук демонов, и маленькая старушка открывает дверь и впускает их внутрь. Инугами звонит своей бабушке Ахане и просит ее осмотреть Куми. Инугами рассказывает, что бабушка Ахана обычный человек, но она врач и за свою жизнь спасла много демонов-животных. Поэтому она знает об их существовании. Она считает, что любую жизнь нужно спасать, и не делает различий между ними. Она разрешает им остаться на ночь и говорит, что Куми совершенно здорова, а ее кома, скорее всего, вызвана психологической травмой. Она говорит, что быстро вылечит ее с помощью лекарств, и просит их не волноваться. Все ложатся спать, а Шики остается с Куми и разговаривает с Айой, которая сомневается, стоит ли ей заходить, ведь она похожа на тех монстров, которых они убили в лесу. Шики замечает, что она стоит за дверью и просит ее войти, говорит, что она тоже может называть ее мамой. Она спрашивает, почему он не убил ее, как других монстров, и он отвечает, что это потому, что благодаря ей их мама жива, и она заботилась о ней все эти годы. Услышав это, Ая начинает плакать и спрашивает, может ли она тоже называть ее мамой, а его старшим братом. Вскоре Куми тоже просыпается и обнимает обоих детей, называя их по именам. Когда она просыпается, Шики решает остаться, пока его мама полностью не поправится. Он говорит, что теперь у него есть семья, и ему нужно подумать о своей жизни, потому что на его скудный заработок они точно не проживут. Так и прошла целая неделя, пока Каберне и Акира скучали по нему. Однажды Инугами сказал, что у него есть задание для них двоих. В этот момент вошел Шики и сказал, что никто не говорил о его уходе из агентства, и он не уйдет, пока не выполнит свое обещание Кабену найти его родителей. Вдруг вошла Ая и сказала, что их мама сегодня ушла, поэтому она оставила ее на его попечение. Она начала ходить по офису, встретилась с Инугами и сказала, что у нее тоже есть отчет, который она должна сделать. Она сказала, что решила работать с бабушкой в клинике, где будет оказывать медицинские услуги демонам, и попросила Инугами составить для нее хороший контракт, чтобы она могла открыть свой бизнес. Гуми сразу же взялся за дело, а Шики начал жаловаться, что ей всего 8 лет и что она не может так рано начинать свой бизнес. Он попросил Каберне отговорить ее, но она сказала, что ей не пришлось бы этого делать, если бы ее брат зарабатывал больше. Каберне тоже сказал, что если у нее есть на это право, то нет смысла ее останавливать. Услышав это, Ая сказала, что он прав, что она тоже видела, как он сражался в лесу, и ей нравится, как он думает. Затем она спросила, есть ли у него девушка, и предложила ему встречаться с ней, а он сказал нет. Услышав это, Шики и Акира удивляются, а Каберне, узнав, что его лучший друг встречается с его младшей сестрой, тоже падает в обморок. В этот момент входит Хан и предлагает Каберне сразиться с ней. Теперь она стала сильнее, но увидев, что Ая обнимает Каберне, она тут же начинает ревновать. Пока они смотрят друг на друга, Инугеви спрашивает, могут ли они приступить к делу, и объясняет их миссию. В последнее время в Харадзюку поступают сообщения о том, что у женщин сильно повреждены лица. Он говорит, что хотя эта новость не получила широкой огласки, скорее всего это дело рук демона, который отрывает людям лица вместе с носом, губами, ушами и всем остальным. Шики и Акира лежат на земле от шока и ужаса, а Айда говорит, что пойдет с Кабеном, и Хан говорит, что тоже пойдет с ними и присмотрит за ними. Они идут в Харадзюку, но их останавливает полицейский. Хан пытается показать свой авторитет, говоря, что она из полиции, но полицейский игнорирует ее и велит ей уйти. Затем КБ говорит, что он из детективного агентства, и полицейский пропускает их, сказав, что ему сообщили. Оказавшись внутри, КБ говорит, что запах демона здесь очень сильный, а значит преступник где-то рядом, и Хан идет вперед. Он говорит, что все жертвы до сих пор были девушками, поэтому он должен идти первым, но она злится и говорит ему не лезть не в свое дело. Но когда он говорит это и уходит с Аей, ей становится очень грустно, и она не знает, что делать со своими чувствами. В этот момент к ней подходит демон-дух, предлагает помочь и хватает Аю за волосы. Кабернет бьет демона и спасает Аю, а потом признается, что это она устроила все это, потому что влюбилась в красивого парня с другой стороны улицы. Но, будучи духом, она не могла привлечь его внимание, поэтому решила испортить внешность красивых девушек, чтобы выглядеть привлекательнее. Кабернот говорит, что любовь — это когда ты отдаешь, а не берешь, и дух спрашивает, что он знает о любви. Ведь он даже не может нормально обращаться с девушкой рядом с ним, имея в виду Хан. Они поворачиваются к Хан и спрашивают, что случилось, и она признается, что очень зла, и говорит, что обычно быть кабернетом весело. Но теперь, когда она стала Аей, она чувствует себя странно и пытается напасть на нее, но Кабернет спасает ее, и Хан убегает в парк.
После этого Ая помогает духу, оборачивая ее в шелк и придавая ей красивую фигуру, и они возвращаются домой. Кабернот сообщает, что Ая справилась с заданием сама, и она целует его в щеку, отчего Шики снова теряет сознание. И спрашивает, одобрил бы он, если бы она вышла замуж за Кабернета. Когда она уходит, Кабернот идет в парк и трясет дерево, чтобы его любимая лиса упала. Он успокаивает ее, и это снова радует Хана, а она говорит, что всю жизнь хотела быть номером один для Инари, а теперь хочет быть номером один для него, и он желает ей удачи. Потому что не знает, что это значит. На следующее утро Ао приходит к Кабернету, и Хан тоже появляется, чтобы вызвать его на бой. Акура просит его раз и навсегда решить, кто будет его любовником, и Кабанет, как всегда, говорит, что если это любовник, то это будет Инугами, ссылаясь на то, что он узнал из истории с демоном-котом, и все шокированы. С другой стороны, оказывается, что Инугами отправился помогать Киме хоронить тела ее детей-монстров, которые погибли в лесу. Несколько дней спустя в Токио приезжает старший брат Акиры, Ю. Акира и Ю родились в снежной деревне среди гор Амри. В их деревне было всего 200 женщин, и раз в 100 лет рождался мальчик. Но в этот раз родились двое братьев, и старшего выбрали главой деревни. На самом деле женщины управляли всем, от политики до охотничьих обрядов в деревне. История деревни рассказывала о специальном камне, называемом нулевым камнем, который хранился в святилище на вершине горы недалеко от деревни. Говорят, что деревня была построена для защиты самого камня, и с годами это стало обязанностью присматривать за жителями деревни и стать новым главой. Но когда он вырос, то увидел, что в деревне царит коррупция и что люди хотят сохранить власть в своих руках. Тогда он решил сбежать вместе со своим братом. Он договорился с женщинами из деревни, что станет вождем, если они отпустят его брата, и они согласились, но потом послали за ним убийц. Узнав об этом, Ю побежал к святилищу и использовал силу камня, чтобы стереть деревню с лица земли, а потом отправился на поиски брата. Акара же спасли путешественники, которые привезли его в Токио, и с тех пор он живет с инугами, чтобы найти своего брата. Теперь ты тоже добрался до Токио и ищешь информацию об инугами и Акире. Тем временем Акира, как обычно, помогает в офисе, но делает только хуже, создавая еще больше работы. Шики и Кабане ругают его и называют бездельником, и это очень расстраивает его. В конце концов он разрывает свою игрушку, названную в честь брата, но Мии чинит ее и даже немного улучшает. Расстроенный и убитый горем, Акара оставляет записку и убегает из офиса, собрав свои вещи. По дороге он встречает своего старшего брата, и они наконец-то воссоединяются. Ю спрашивает, не жил ли он у человека по имени Инугами, и Акира отвечает, что жил, но теперь ушел, потому что там в нем не нуждались. Ю садится на своего оленя и уезжает из города вместе с ним. Он кажется слишком холодным даже для снежного демона, но Акира не обращает на это внимания, потому что он слишком счастлив, что наконец-то встретился со своим братом. За городом ты спрашиваешь Акиру, какой дом он хотел бы, и строишь огромный замок по его просьбе. Затем ты заходишь внутрь и обставляешь его ледяной мебелью, спрашивая, нужно ли ему что-то еще. Акира решает сделать несколько фотографий, но ты забираешь у него телефон и разбиваешь его ногой, а затем замораживаешь его к чертям. Ты говоришь, что сейчас сходишь за едой, а затем выходишь и запираешь Акуру в замке своей ледяной силой. Тем временем Кабернот и Шики с трудом справляются с работой в офисе, которую обычно выполнял Акура. Они все портят и даже ссорятся между собой, и это заставляет их понять, что Акура был не бесполезен, и им нужно было не ссориться друг с другом. Подумав об этом, они оба решают пойти за ним и поговорить об этом с инугами. Инугами соглашается, но затем видит сообщение о том, что за городом появился огромный ледяной замок, и вокруг него собралась толпа. Они все спешат туда и видят, как ты выходишь из замка. Он пытается напасть на людей, но инугами стреляет в него и останавливает. Ты спрашиваешь, кто они такие, и он говорит, что его зовут инугами, и замечает камень пустоты, встроенный в его грудь. Говорят, что это противоположность световому камню, который высасывает жизненную силу пользователя и дает ему огромную разрушительную силу. Он спрашивает, что здесь делает демон из деревни Суна, и говорит, что не обязан отвечать на его вопросы. Но поскольку он заботился о его младшем брате, он скажет спасибо. Шики подтверждает, что он брат Акиры, и спрашивает, где он сейчас. Он спрашивает, кем они были для Акиры. Они говорят, что они его друзья, и он решает заморозить их и заносит в замок, чтобы они служили украшением. Тем временем Акара обнаруживает, что у его плюшевой игрушки есть встроенный проектор и подключение к интернету, и использует его, чтобы обновить свой профиль в Instagram. После победы над инугами и остальными, Ю делает для Акиры ванну в постели и зовет его вниз, чтобы он посмотрел. Акира радостно спускается, но увидев холодные статуи своих друзей, падает на колени и спрашивает брата, зачем он это сделал. Брат спрашивает, хорошо ли он себя чувствует, и выходит, чтобы взять у него немного мяты. Пока его нет, плюшевая игрушка говорит Акире, что они не мертвы, и им нужна соль, чтобы их растопить.
Она также просит положить ее между статуями, чтобы она могла согреть их своей механической энергией. Акара говорит брату, что ему нужна соль для ухода за кожей, и Ю просто выходит, закрыв его внутри. Как только он уходит, Кабане удается выбраться изо льда, разрушив свое тело и восстановив его. Он говорит, что пойдет и побьет тебя, а потом попросит Акиру вернуться в офис и извиниться за то, что назвал его бесполезным, но Акира знает, что его брат слишком силен и не хочет, чтобы кто-то из них пострадал, поэтому он притворяется перед Каберне своим братом, которые вскоре возвращаются с солью. Он говорит, что больше не хочет работать в агентстве и просит брата оставить этих людей, потому что они ему надоели и он хочет жить у моря. Как только они уходят, игрушка начинает говорить и рассказывает Каберне о настоящем плане, как расплавить инугами и шики с помощью соли. Каберне начинает работать над этим, и тут в комнату заходит Инари. Она спрашивает Каберне, не хочет ли он отдать ей свой камень жизни, и говорит, что нулевой камень тоже связан с его родителями. Внезапно игрушка начинает говорить голосом инугами и объясняет, что использует его мозговые волны и сердцебиение, чтобы передать сообщение, и просит Каберне пойти за Акирой и Юи. Он говорит, что Инари пока не причинит им вреда, так что Каберне не стоит беспокоиться, и просит поторопиться. С этими словами Каберне бежит вглубь леса, чтобы найти братьев снежных демонов. Тем временем Намамуру нападает на тебя. Он заключает Акиру в ледяную клетку и начинает сражаться с Намамуру как ледяной маг. Намамуру превращается в полную версию Феникса и использует свою особую технику, но Юи легко справляется со всеми его клонами и не подпускает его к себе. В воздухе сталкиваются огонь и лед, в воздухе начинает клубиться туман, и ты на мгновение отвлекаешься, услышав голос Акиры. Навамари пользуется этим и пытается выхватить камень пустоты из его груди, но как только он касается его жизненная сила начинает утекать, и его рука повреждается. Он злится на Инари за то, что она использовала его как приманку, чтобы проверить действие камня пустоты, и проклинает ее. Но потом решает успокоиться и обдумывает, как взять его живым. В этот момент ты атакуешь его ледяными копьями и почти попадаешь в него, но Кабернот вовремя появляется и отталкивает его. Он решает объединиться с ним, и они начинают думать, как тебя вырубить. Навамару говорит, что им не подобраться к тебе близко, не замерзнув, но Кабернот может это сделать. Он поджигает его, и Кабернот использует огонь как броню, чтобы защититься от твоих ледяных атак. Бой продолжается какое-то время, пока Кабернот не превращается в горящие кости, но из-за того, что он слишком долго использовал камень пустоты, твоя жизненная сила почти иссякает, и ты падаешь на землю. Акире тоже удается выбраться из тюрьмы, и он пытается вытащить камень из груди брата. Когда он касается камня, все темные воспоминания о прошлом брата проносятся у него в голове, и он начинает плакать. Но тут подходит Кабернот и говорит, что тоже поможет. И выплевывает камень жизни на камень пустоты. Они объединяются и становятся одним целым. И это то, что тебе нужно, чтобы стать королем пиратов. Когда сила нулевого камня исчезает, замок рушится, а Инугами и Шики тоже возвращаются в нормальное состояние. И Нири пытается заполучить камень, используя хитрость, но Инугами вовремя останавливает ее и возвращает камень Кабернету и Юи. После этого они все идут в клинику Аханы, и Айо лечит их раны, а потом они все разговаривают по душам с тобой и Акирой. Ю чувствует ответственность за все жизни, которые он забрал и испортил, и решает нести это бремя в одиночку. Но Акира впервые в жизни набирается смелости и дает тебе пощечину, говоря, чтобы ты перестал быть злодеем и начал доверять своим друзьям как нормальный человек. После этого Кабернот спрашивает его, знает ли он что-нибудь об этих камнях, потому что они могут помочь найти его родителей. А Юи спрашивает, знает ли он о происшествии с демоном Кимонодзин. Ягами объясняет, что Кимонодзин – это название войны между демонами и людьми, которая произошла 1000 лет назад, и чтобы она больше никогда не повторилась. Самые могущественные демоны того времени вложили свои силы в эти предметы и передали их своим потомкам, чтобы держать их под контролем. Это значит, что родители Кабернета не могли быть главами могущественного клана демонов, и теперь они могут искать их по всей стране, чтобы узнать, откуда они. После того, как все решилось, Акурус говорит, что поедет в путешествие со своим братом и возьмет отпуск в агентстве, а Инугами сообщает Кабане, что у них есть зацепка по поводу его родителей, поэтому они тоже отправятся в путь, чтобы найти больше информации о них. Шики остается с матерью и сестрой и говорит, что будет присматривать за офисом, пока их не будет, и желает Кабане удачи. С другой стороны, Нари решает использовать Хана против Кабане и дает ей задание завоевать сердце Кабане и получить от него камень жизни и нулевой камень. Перед тем, как уйти, Кабане спрашивает, может ли он зайти в часть, где находится Хан, и Хан тут же выходит из-за здания и говорит, что тоже пойдет с ними, и радуется.